Всем привет! Саймон Харрис не убежден, что права тех, кто бежит от войны в Украине, могут быть еще больше урезаны. Вчерашняя новость, как вы помните, я записал про то, что с 25 года хотят вообще не предоставлять жилье, да, украинским беженцам. Это высокопоставленные чиновники в правительстве об этом начали говорить. И эти слухи дошли до Саймона Харриса. Но, как я вижу, он их не опроверг. Он просто сказал так, что он не убежден, что что-то будет еще вводиться, что ввели уже достаточно ограничений пока. То есть Саймон Харрис, он сидит на двух стульях. Я понимаю, если бы он вышел, взял так рубашку так на груди, порвал, сказал крест на пузе, пока месье премьер-министр, моя коалиция, мы будем за Украину, за украинцев, мы их больше не будем ни в чем ущемлять, мы продлим им все там правила выплаты АРП, они будут жить там и после 26 года мы создаем лично там специальную программу интеграции, то есть чтобы люди жили и знали, что будущее у них какое-то есть. Обратно он типа на двух стульчиках сел, сказал, я не убежден, я точно не знаю, эти слухи нужно преуменьшить, они не такие, как есть. То есть, что? Это говорит о том, что человек хочет и вашим, и нашим. Он не хочет обидеть украинцев, но при этом он понимает, что есть правые, которые в тупую, в лоб говорят, что нам беженцы не нужны, нужно их сокращать, все программы закрывать, выплаты преуменьшать, и все. И в большинстве случаев они идут к ним на компромиссы, потому что все вот это продавливается со стороны правых. А левые, то есть демократы, Саймон Харрис, все дела, да, они понимают тоже, что нельзя радикально говорить, что мы сможем всех поддерживать, всем помогать. То есть и он, получается, вот так вот виляет, как уж на сковородке, чтобы быть хорошеньким и там, и здесь. Скажите вы уже наконец правду. Вы людям вот этими новостями просто мозги парите. Люди живут в неопределенности. Они не могут понять, есть ли смысл им строить здесь жизнь, да, по-настоящему оставаться. Скажите, выйдите уже наконец-то, вы сформулируйте свою точку зрения, свою политическую какую-то позицию общую по поводу украинских беженцев в Ирландии. Скажите вы, то-то, то-то сделал, остаешься. То-то, то-то не сделаешь, все, забираем у тебя все привилегии, PPS, уезжаешь домой, либо остаешься на улице. Нужно как-то уже сформулировать точку зрения и отношение к украинским беженцам, потому что время идет, уже 25-й год наступает на пятки, 26-й наступит, поверьте, не за горами, и что потом непонятно, и они вот этим лично меня раздражают, что одни заявляют, что мы все заберем и отменим. Другой выходит, говорит, нет, не все заберем, не все отменим, пока есть достаточно, но я не уверен, я точно не знаю, это все преуменьшаю, но за свои слова, как говорится, я точно не могу гарантировать, что ничего больше не изменится. Вы поймите, что мне не нравится его вот эта формулировка. Если бы он вышел и сказал конкретно, пока месье премьер-министр, я буду топить за украинцев, за украинских беженцев, буду за них рвать, метать, буду им максимально помогать. Если надо, то у себя на заднем дворе поставлю 2-3 палатки, чтобы они там жили, чтобы у них все было, и еще им там, не знаю, в их фонд там какой-то денег своих личных дам. То есть он примером таким да показал бы, тогда я понимаю. А так это просто бла-бла-бла. Минутка внимания, не забываем про прекрасный, очаровательный сервис, которым я лично пользуюсь, под названием Payson для перевода денег с европейской карты на карту украинского банка. Как перевести деньги из Европы в Украину через Payson. Ребята, у меня есть ролик, вверху будет ссылочка, внизу будет ссылочка для регистрации. Регистрируйтесь по моей ссылочке, получайте от 1 до 5 переводов бесплатно, то есть бескоштовно для вас. Плюс, если вы сделаете первый перевод больше 100 евро либо долларов, то вам пришлют еще промокод со скидкой, либо на бесплатный перевод в будущем. Плюс тут лучший курс, вот видео, в которое я снял для вас, чтобы вы могли знать, как правильно пользоваться этим сервисом. Полная инструкция от А до Я, как перевести деньги на компьютере, в телефоне, неважно. Сервис рабочий, пользуюсь ним уже больше 2 лет, регистрируюсь по моей ссылке, вы ничего не теряете, а только, как говорится, приобретаете скидки, возможности, и обратно же в этом сервисе один из лучших курсов, переводы моментальные,
1-2 минуты, и карты уже, и деньги уже на вашей карте, вашей, либо ваших близких, друзей, то есть моментальные переводы всем советую. Также не забываем, ребята, подписываться на канал, потому что много людей, которые смотрят канал и не подписаны. Подписывайтесь, давайте развивать вместе мой канал, мой влог. Уже 13,5 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, а также становитесь спонсором. Ребята, я записал для спонсоров первое видео, там, где я рассказываю, как найти жилье, свой опыт, свою формулу, да. Она, конечно, может кому-то помочь, кому-то нет, но это бесценный опыт, который я здесь накопил в течение 2 лет. Можно снять жилье, поверьте, в Ирландии за 700 евро, таунхаус за 900-950 евро. Я в этом видео оставил ссылочки на те агентства недвижимости, которыми я пользовался, то есть если вы подпишетесь, подписочка начинается от 99 центов всего лишь, вы можете увидеть уникальный контент, уникальную информацию, и с помощью нее попробовать тоже снять себе жилье в Ирландии. Это не решит всех ваших, конечно, вопросов, но поверьте, многим уже мой опыт и моя информация, которая находится в том видео, помогла. А мы продолжаем рассматривать, рассказывать про то, что же Саймон Харрис сказал на то, что украинцам в 2025 году в марте не будут предоставлять бесплатного жилья от государства. Поехали. Ну и вот теперь давайте рассмотрим, что же сказал наш прекрасный Саймон Харрис. Отличный премьер-министр, веселый, позитивный парень Саймон Харрис преуменьшает слухи о сокращении размещения украинских беженцев в Ирландии. Он преуменьшает слухи. Вы не понимаете? Он их не отменяет. Он их не опровергает. Он просто говорит, нужно немножко преуменьшить. Не так все будет радикально, не так все будет сложно, не все так будет слишком жестко. Мы будем потихонечку, помаленечку, потихонечку что-то отменять, что-то забирать. И люди потихоньку по ходу сами будут как бы выживаться, уезжать. Либо я не понимаю, как это формулировать. Вот напишите в комментариях ваше, я ставлю ссылочку на эту статью, прочитайте ее и скажите, как понять его слова, как их, да, по-настоящему развернуть. Вот как это вопрос. Он лично для вас, он ответил на все ваши вопросы. На мои лично нет, он не ответил. Он вот так вот просто прополз, как змея в кустах. И все, мне показалось это так. Это, конечно, его право, но люди же живут и хотят какой-то определенности. Если вы не хотите, да, чтобы люди уже здесь находились, так делайте тогда радикальные какие-то правила, радикальные заявления, чтобы люди понимали, что либо сумки собирать, либо то делать, либо все. Какой-то должна быть какая-то определенность, а то получается сейчас вообще я разделил людей на 2 класса, в прямом смысле сейчас 2 класса украинцев в Ирландии. Это те, кто в этих мини-тюрьмах живет, да, в этих лагерях, и получает 38 евро тех несчастных. И есть другие, которые живут в IRP, это элита, в прямом смысле, кто бы что ни думал, не обижайтесь, но это так и есть. Те, которые могут работать и жить еще бесплатно, потому что 800 евро им компенсирует государство, и они ничего не платят. То есть в прямом смысле 2 разных мира полностью, вот просто 2 разных мира. Там люди в прямом смысле где-то в поле живут, либо в хостеле, где с международниками их перемешали, и там вообще трэш просто. И другие, где у них все доступно, они могут выезжать, приезжать, ну, делать, что они хотят. И при этом получать еще полные выплаты, работать. То есть у них все прекрасно. Это немножко тоже несправедливо. С этим нужно им разобраться, с этим вот балансом, потому что сейчас идет полный дисбаланс. Плюс никакой нету специальной программы. Говорят, что что-то там разрабатывают. Ну что разрабатывают? Кто разрабатывает? Пока ведь ничего не понятно. А Саймон Харрис говорит, правительство согласилось в мае снизить ставки социального обеспечения для всех украинцев, проживающих в обслуживанием жилье. То есть, ну мы понимаем, да, 38 евро на взрослого, 28 евро на ребенка в неделю. И теперь всем новоприбывшим жилье предоставляется на 90 дней. Все должны понять, это новоприбывшим 90 дней. Поймите, все, кто приезжает сейчас новенькие, то есть все, кто прилетает в Дублин, да, в Дублин новенький, то есть новенький, он никогда не был на территории Ирландии. Ну и старенькие, если уже прилетают, если уже брали размещение, то и повторного им тоже нету. Не забываем про то, что, если не ошибаюсь, 30 или 20 тысяч живет тех,
кто, ну, до сих пор живет в различном жилье от государства, это старенькие, вы понимаете, там 20 либо 30 тысяч. Это старенькие, те, кто живет в социальном жилье. И их тоже не выгоняют. Это отели, переделанные хостелы, там, спортзалы, монастыри и все вот это вот. Там еще 20 либо 30 тысяч, честно, напишите, я забыл. Вчера только записывал, вроде бы про это там была информация, но много информации, я вот знаю, что, вдумайтесь, с ними ж тоже они хотят что-то сделать. То есть хотели сделать то, чтобы 20 тысяч почти, да, начали получать пониженные выплаты. Украинцы подсуетились и пониженные выплаты начали получать только 5 тысяч в сентябре. Так что вот такие вот дела, они сами не знают, как что сделать. Некоторые законы сами себя же противоречат, сами себе. То есть, ну, дальше мы читаем, что он говорит. Премьер-министр Саймон Харрис преуменьшает значение предложения о том, что украинским беженцам, прибывшим в Ирландии, больше не будут предоставлено жилье со следующего года. То есть 25 года вчера сообщили, да, о том, что высокопоставленные какие-то чиновники там, они собрались и утверждают, что хотят продавить какой-то, да, новый закон, новое распоряжение о том, чтобы с марта 25 года украинским беженцам не предоставляли никакого жилья. То есть приехал сам себе сразу на уме. Ну, это раз они в таком амплуа, они не могут это сделать, потому что временная защита пока есть, они обязаны выдавать какое-то жилье, хоть на месяц, хоть даже на неделю, но они обязаны предоставить какое-то жилье. Это просто в протоколе написано temporary protection, там просто так и написано, что каждая страна должна сделать. В какой мере она это сделает, это уже каждая страна отдельно решает, там, сколько выплат платить, там, какие пособия, какое время давать бесплатное жилье. То есть все это уже индивидуально каждая страна решает. И вот эти заявления, да, они просто слишком, ну, видно, общество все всколыхало, и быстро люди начали, да, узнавать, как это, что происходит вообще. И вот он выступил в Вашингтоне, да, перед журналистами и сказал, что выступая перед журналистами в Вашингтоне, лидер, да, Саймон Харрис сказал, что он не убежден, что он не убежден обратно. Видите, какая формулировка? Он не убежден, он преуменьшает, что права тех, кто бежит от войны, могут быть еще больше урезаны. То есть он утверждает, что уже урезано максимально, хватит покаместь. Так ты так и говори. Покаместь мы урезали, покаместь мы успокоились. Идет до разработка какого-то плана, чтобы еще там что-то снизить, урезать. И мы разрабатываем какой-то план отдельной интеграции для украинцев. Пока этого не утверждается, нигде не заявляется конкретно, понимаете? Ну а время тикает каждый день. В конце статьи он указал, что им нужно больше акцент на международную защиту делать, на международников. Как я понимаю, то после 26-го тогда года, если они ничего не придумают, никакую особую программу, у украинцев только один выход, это, конечно, подаваться на международную защиту. И тогда вдумайте, сейчас международники ждут 6, 7, 8, а некоторые и год решения. То тогда, когда наплыв украинцев, не знаю, там 50-60 тысяч подастся, да, на эту международную защиту, вы представляете, что будет с этим центром? Он просто лопнет, просто заявки будут сколько? 2-3 года рассматривать. То есть нужно что-то с этим делать, и ребята играются с огнем, потому что людей много для такой маленькой страны, и это не шутки. Люди тоже могут быть недовольны, да, понятно, что страна им ничего не должна, но тогда нужно было не впускать, не предоставлять такие шикарные условия, чтобы люди здесь как-то уже привыкли, им здесь нравится, они хотят остаться, но потом для них делают, да, такие условия, что они не могут даже себя здесь реализовать. Я вижу это так. Не знаю, может я не прав, пишите свое мнение по поводу обратно же этой статьи и всех вот этих вот слухов, которые говорят. Про АРП многие зацепились, тоже сказали, что возможно будет отменять, ну или уменьшать сумму 800. Он тоже заявил, что пока мы не будем уменьшать, и все сразу ой, все. Но он же все равно сказал пока мы не будем эту сумму снижать, пока мы не будем эту программу отменять. Он не сказал, он не взял обратно же майку, не разорвал на своей, так вот, на своей груди и сказал, АРП будет пожизненно, или не знаю, там 5 лет будет еще АРП. Он такого не утвердил. Как можно тогда жить людям с уверенностью, если завтра скажут, все, АРП 400, например, либо АРП отменяется через 2 месяца, и как людям, они строили свое там, да, какое-то будущее в этом же городке, в этом поселке, школа, работа там, друзья, какие-то, ну, то есть быт уже устроен. И потом ему так говорят, опа, все, дружище, давай, переселяйся, передвигайся. То
То есть это тоже неправильно. Нужно людей заранее предупреждать. Лучше там за каких-то полгода, да, год лучше. Вот сейчас бы, если бы вышли, он бы сказал, так, у нас есть план интеграции, то-то, то-то сделайте, и вам там дадут ARP уже карту, четвертый штамп уже не по предлогу временной защиты, а потому что ты там здесь работаешь, платишь налоги, то есть все вот это вот, либо какой-то специальный штамп создать специально для украинцев, я не знаю, то есть что-то разработать, чтобы человек жил уже с уверенностью того, что его отсюда не выгонят, что он может как-то здесь остаться, зацепиться. То, что там за 2 года больше 800 человек украинцев подались на международную защиту, да, это тоже их волнует, это типа много, много. Так люди хотят себя обезопасить, потому что вы же им не дали никакого, сейчас нет никакого у вас ответа, что будет дальше. Вот это, от этого люди идут на эту международную защиту, потому что не знают, что будет дальше. А международная защита это как бы подстраховка, потому что если человек, например, там при фронтовых, да, областей, то, понятное дело, 90%, что ему дадут эту международную защиту. Придется немножко попариться, подождать, но все, он зацепился, и официально он уже может здесь оставаться, и все годы идут ему в натурализацию. Мы сейчас непонятно живем, натурализация идет, не идет, они сами ни черта не знают. В среду газета Irish Times сообщила, что предложения, рассматриваемые высокопоставленными правительственными чиновниками, могут привести к тому, что украинским беженцам больше не будет предоставляться жилье. Это я вчера записывал про эту новость, потому что я увидел, прочитал, офигел и записал. И, ну, как бы они формулировали вот эту вот свою позицию, только обратно же список этих чиновников не был указан. И вот сразу премьер-министр буквально сообщил, что это он это не опровергает, но просто он не убежден, что так будет. Он не убежден, вы понимаете. То есть он, я же говорю, он неуверенно говорит. Вот это вот мне не нравится, что он неуверенно говорит. Правительство согласилось в мае снизить, это мы уже знаем, все снизили, 90 дней, люди в лагерях, all inclusive, все включено, то есть люди там выживают, нельзя не выехать, ничего сделать, уже сделали прекрасно, чудесно, люди немножко в шоке. Справедливо это либо нет, уже второй вопрос, все приехали не на курорт, это понятно, но я считаю, что если одним сделали жестко, то должны всех уравнивать. Я уже сказал до этого только что реально две категории. Люди, которые сейчас максимально живут, выживают и страдают, и те люди, которые реально кайфуют от жизни, которые могут жить по АРП, получать полные выплаты, то есть по факту они могут не работать. Например, живет пара, да, получает неплохие деньги в неделю, им хватает вот так вот, они гуляют, отдыхают, веселятся, а кто-то там в поле под дождем грязь месит. То есть, ну, как-то несправедливо, лично мое мнение. Я понимаю, что это вытекает из соображений, которые должностные лица высказывают на так называемых встречах группы старших должностных лиц, сказал Харрис. Должностных лиц. Кто эти должностные лица, непонятно. Ну, то есть, я же говорю и повторяю, это не просто какие-то люди обычные с улицы, это конкретно люди, которые влияют на политику, влияют на решение в стране, то есть они собрались и решили там что-то уже решить без премьер-министра, и он быстро подсуетился, видно, но обратно же не называются имена. Почему? Непонятно, что за секретность, что за такая, не знаю, какая-то, ну, непонятность мне. Никаких предложений в кабинет министра не поступало, но по моему мнению, если это имеет значение, мы внесли много изменений в отношении украинцев, приезжающих в Ирландию. То есть мы уже много изменений сделали, но обратно же он не сказал, что пока месть, не знаю, там, ближайший год, полгода, месяц, ничего принимать не будем. Все будет как и было. Украинцы, живите спокойно. Пейте, кушайте, развивайтесь, учите английский, находите себе работу. Нету вот этой вот уверенности. Я не пойму, когда уже кто-то скажет конкретно, на каких условиях все тут могут остаться. Либо не остаться, собирайте сумки, узелки, баулы и уезжайте. Какая-то должна быть конкретика. Ставьте лайк, если вы тоже хотите уже наконец-то услышать от правительства Ирландии конкретику по поводу украинских беженцев. Я думаю, что мы сейчас находимся на внешних границах этого. Я не вижу убедительных доводов, если честно, для дальнейших изменений. Доводов он не видит. Но это не для того, чтобы критиковать систему, которая должна постоянно держать вещи под контролем. То есть обратно все плавающее. Все плавающее. Он не видит, он не убежден. Он сказал, а если бы он сказал, я уверен, что сейчас мы ничего не будем менять. Формулировка, он сидит на двух стульях. Почему, я не пойму. Либо ты поддержишь, либо нет.
Я думаю, что правительство должно сосредоточиться на вопросах миграции, прежде всего на работе, которую необходимо проделать в сфере международной защиты, в том числе, на мой взгляд, на ведение сбора для работающих, имеющих средства людей. Это имеется в виду, что когда международник получает ППС, идет работать, чтобы он платил за свое жилье. Записывал про это ролик, можете у меня на канале посмотреть, да, подписывайтесь также на канал, там очень вся новостная повестка Ирландии есть, вы можете найти, не знаю, ответ, наверное, на любой вопрос, у меня очень много роликов, я записываю их каждый день, и сейчас он сказал о том, что хотят для международников часть средств, которые они зарабатывают, чтобы они платили сами уже за жилье, за еду, как я понимаю, за Wi-Fi даже, то есть полностью себя обеспечивали. Тот, кто пошел работать, все, никаких тебе больше выплат, никакой халявы. Я надеюсь и ожидаю, что предложения по этому поводу поступят в кабинет в этом месяце. Я прочитал эти предложения сегодня утром. Это правда, что эти вещи обсуждаются группами высокопоставленных чиновников. Они еще не поступили в кабинет, но я уверен, честно говорю, перевод Google Translate, короче, он ждет. Видите, то есть предложение в кабинет министра, вот эти чиновники, они пришлют. Он его рассмотрит, то есть, значит, в прямом смысле, то, что он сказал, преуменьшает, то есть люди это создают, разрабатывают законы, подзаконы, изменения и ему присылают. Просто он как глава, да, республики, он как премьер-министр, он как глава коалиции, да, видно, смотрит, и там уже голосовать, не голосовать, пройдет, не пройдет, они это обсуждают. И, как всегда, обычно присылают какое-то радикальное, сильно, да, какое-то решение. И они, чтобы сладить углы, это уберем, вот это мы примем. Хорошо, по рукам, по рукам. То есть, получается, в ближайшее время еще придут какие-то новые предложения по изменениям для украинских беженцев. Как я понимаю, из концовки этой прекрасной статьи. Я думаю, что мы уже сделали довольно много на украинском пространстве. И это было разумно, справедливо и оправданно. Но я думаю, что есть возможность сделать что-то большее. Такая моя точка зрения. Большее в каком смысле? Еще сделать жестче, хуже, что-то отменить, забрать. Либо сделать лучше и повысить выплаты, не знаю, там, продлить АРП, расширить лагеря, сделать 90 дней, 120. Я не понимаю, что вы понимаете с этой статьи, определила ли она вас, дала ли вам какую-то частичку того, что завтрашний день наступит и он будет прекрасен, либо все-таки у вас в душе, как и у меня, есть какая-то нотка неопределенности и какой-то, знаете, непонятно, что будет, как оно будет, и будет ли оно хорошо в сторону украинских беженцев, либо плохо. Пишите свое мнение в комментариях. Вот такой вот Саймон Харрис, на мой взгляд, он сидит на двух стульях и в открытую не может сказать, он будет полностью поддерживать украинских беженцев до последнего, либо все-таки он будет идти на поводу потихоньку правых и с каждым месяцем потихоньку урезать, и потом в конце отменить и делать так, чтобы большая часть украинцев уехала и оставила этот прекрасный изумрудный остров. Держу в курсе.